Симуляция корней, когда нет КТ. У нас обработаны сканы, сегментированы коронковые части зубов, и нам все равно необходимо построить корни. В этом случае, когда нет КТ, у нас нет ориентира, естественного ориентира на то, как корни проходят. Поэтому мы должны это сделать, ну, так сказать, приблизительно, так как мы видим ориентацию коронковой части, как мы видим, как этот корень бы проходил. И в данном случае вот мы можем скрыть десневую часть и увидеть, как корень проходит. В этом случае из библиотеки зубы совмещаются, вот аватары зубов с корнями совмещаются с коронковыми частями, сегментированными по скане, и приблизительным образом подставляются сюда. Если мы при просмотре видим какое-то несоответствие, желание что-то поправить, то мы можем, соответственно, нажать на соответствующий зуб, вот он у нас выделяется, и поправить эту точку. Эта точка, она указывает нам, иногда бывают зубы так перепутаны, она показывает, какого зуба мы эту точку корректируем. И, соответственно, мы делаем некоторые правки и корректировки. Мы видим, корректируя положение точки на верхнем окне, слева мы видим, как корректируется положение корня зуба. И вот таким образом мы осуществляем эти корректировки. Вот. И когда все закончено, там, допустим, переходим на нижнюю челюсть. Смотрим, что на нижней челюсти. Также десну мы можем скрыть и посмотреть, как вот выделено сюда. И корректировка, ведем корректировку этого корня. И вот таким образом проходим от зуба к зубу, проводя соответствующее позиционирование, корректировку, так как мы это предполагаем, так как мы это видим. Вот. Да, тут в этом сечении мы можем корректировать вот наклон вестибулооральной корня и так далее. Вот по каждому зубу вот так, этот вот таким образом передвигая, мы, соответственно, это видим. Если у нас есть сканы, мы видим, вот эти точки являются пересечением десневой части с коронковой частью. В этом случае, если точки оставить вот в таком положении, то коронковая часть будет обрезана по скану, и корень будет подходить прямо непосредственно к десне, чего на самом деле не происходит. У нас десна имеет определенную толщину, поэтому мы рекомендуем вот эти точки перемещать вниз, проекцию приблизительно на толщину десны. И таким образом проводить такую коррекцию, потому что у нас должна анатомическая коронка быть и анатомический корень. И вот на эту величину, приблизительно составляющую 2-3 мм, мы на величину биологической ширины вот так мы должны все отодвинуть. Тогда у нас будет все выглядеть достаточно прилично. Если у нас есть выделенное КТ, по КТ сделана разметка, то нам ничего подобного делать не надо. Либо эти точки либо определяются автоматически, либо нам надо их корректировать, как это показано на другом видео. Вот. Но если мы не сделаем это, вот я сейчас на части зубов не сделаю, мы увидим разницу. Давайте посмотрим. Я нажимаю «Далее». У нас происходит дальнейшая обработка пришивания вот этих корней. Сейчас мы увидим результат. Закончено пришивание корней. И вот давайте мы посмотрим. Мы видим, что здесь у нас шейки, видите, более длинные, здесь короткие. Если мы посмотрим на десневой край, то мы увидим, что вот там, где не подправлено, то из-под десны торчат корни. А там, где это исправлено, вот здесь внизу, да, мы видим, что полупрозрачная десна, что коронковая часть, она граница ниже проходит, что выглядит более естественно. Поэтому рекомендую это делать.